Эрнест Хемингуэй освещал испанскую гражданскую войну по заданию, просуществовавшей до 1980 года, совместного американско-канадского газетного синдиката. Такие очерки, как «На волоске смерти», стали своего рода черновиками для известного романа «По ком звонит колокол». Что интересно, прообразом главного героя романа Роберта Джордана, американского преподавателя испанского языка и по совместительству специалиста-подрывника, стал советский офицер-осетин Хаджи Умар Мамсуров, которого Хемингуэй знал под кличкой полковник Ксанти. Мамсуров изображал в Испании македонца, судя по всему, потому что кавказцы и македонцы выглядели примерно похожи. И Мамсуров отозвался про Хемингуэя по-военному кратко. Слишком много пьет и говорит. Хемингуэй также выписал в романе еще одно историческое лицо, собственного корреспондента «Правды», журналиста Михаила Кольцова. Хемингуэй и в жизни восхищался умом Кольцова и говорил, что кольцовская манера цедить сквозь плохие зубы была бы, наверное, даже комичной, если бы не ум Кольцова и сочетание внутреннего достоинства и внешней дерзости. Будущая жена Хемингуэя, американская журналистка Марта Гелхорн, тоже находила Кольцова блестящим умником со сдержанными манерами и глубоким внутренним достоинством. Кстати, она считала, что Кольцов больше походит на француза, а не на русского. В романе также описано еще одно историческое лицо, на этот раз реальный француз Андре Марти. Он выведен в романе под собственным именем и описан как жестокий интриган и политический параноик, который всюду видит врагов. В романе журналист Карков противостоит комиссару Марти и даже обещает его уничтожить. В реальной жизни же произошло все ровно наоборот. Именно Андре Марти сыграл недобрую роль в жизни Михаила Кольцова. Ну о подробностях и о том, почему роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» был запрещен советским управлением пропаганды и агитации, вы узнаете в следующем видео.